Чао, Венеция! Наконец мы с тобой встретились. Наш маленький венецианец. Роди, запоминай этот момент. Запоминай этот момент. Надеюсь, дальше мне с едой повезет больше. В этом выпуске вас ожидает много полезной информации о Венеции, о том, где пожить и провести время с ребенком, где поесть и что посмотреть. Не переключайтесь, досмотрите наш ролик до конца. Родион, ты готов? Да! К чему? В таком большом красивом самолете мы сегодня полетим. Да? Мы идем назад. А ты знаешь, какие у нас места? В 18 ряду. А откуда ты знаешь, если ты не говорила? Говорила. А, я говорила? Да. Ну все, через 2 часа мы будем в Венеции. Да? Да. Ну что, Родион, пойдем проверим, что там у нас за номер. Да. Мы, правда, первый раз заходим. Еще здесь не были. Так, ну заходи, смотри. Сразу кухня. Да, вот так сразу от входа. Получается сразу кухня. А куда ботинки? На кухне. Вот такой номер у нас. Ну, кстати, очень даже симпатичный. Нет. Столик. Да, коридор вместе с кухней, Родион. Видел такое когда-нибудь? Нет. Вот у нас тут микроволновка, чайник, кофе, кофемашина. Такое с кухней потом разберемся. Вот у нас большой шкаф. Я уже свою куртку повесила. О, даже есть тостер. Утюг. Все на месте. Вот 2 кроватки. Такой нормальный номер. В принципе, мы тут будем только спать. Ну, очень чистый, симпатичный, не старый. Поэтому, в принципе, вполне даже ничего. Ребенок начинает приходить в себя. Да, сейчас наестся, будет хорошее настроение. Ресторанчик очень симпатичный. Ресторан называется «Де Мишель». Ссылку на него и на наш отель я обязательно оставлю в описании ролика. И, кстати, живем мы не в Венеции, а в 15 минутах на автобусе до Венеции в районе Местре. Это материковая уже часть Венеции. Таким образом, мы решили немного сэкономить. Вот, кстати, показываю вам пекарню с великолепной пиццей, которая также находится рядом с нашим отелем. Кусок пиццы огромный, стоит 4,5 евро. И как раз еще по поводу отеля хочу сказать, что жить в Местре намного выгоднее по стоимости. Стоимость отеля где-то в 2-3 раза дешевле, чем в самой Венеции. Вот уж мы пришли в ресторан. Родион очень уставший. Даже плакал, что голодный. У нас классный ресторан около отеля. Называется «Де Мишель». Я о нем узнала. Что ты смотришь? Из отзывов про отель. Вот, сейчас будем пробовать. Роди очень нравится пицца, которую он заказал. Родион, показывай, что тебе принесли. Пиццу. А кто это? Медведь? Это с картошкой панда. и с колбаской? Нет, это панда. А, это панда. А сейчас попробуешь, расскажешь, как тебе, да? Да. Я уже пью пиво. В общем, обустраиваемся. Пока, конечно, ничего не понятно, как всегда в первый день, когда приезжаешь. Тяжело немножко как-то понять, где ты и что надо делать. Вот, но сейчас поедим. Завтра уже с новыми силами пойдем смотреть Венецию. Да. Смотрите, что мне принесли. Вы только посмотрите, какая красота. Привет. Какая у меня супер крутая паста. Сейчас попробуем ее.
Я прям мечтала о такой пасте с морепродуктами. И наконец мне это удалось. Родя, будешь пробовать? Да. М. Как, тебе макароны? Так, сейчас посмотрим, что Родион скажет. Так, пожалуйста, макароны с креветкой. Горячая. Дуй. Крючок. Давай, потихонечку. Ну так. Супер, лай. Сколько балл? Не знаешь? А сколько вкуснее? Мое или твое? Не знаешь? Ладно. Вот. В общем, вы видели, какая порция просто огроменная. На самом деле можно спокойно заказать на двоих и не париться. В следующий раз мы так и сделаем, да? Будем одно блюдо на двоих заказывать, они огромные. Нам еще на завтра хватит. Да, в номер заберем. Будет вкусно. Мне кажется, это все не съест, да, Род? Вот будет. Это невозможно. А знаешь, как надо делать? Смотри. Да я знаю. Вот так. Который развалили. Вилочкой отрывай. Кстати, забыла сказать по ценам, но дорого. Реально дорого. Макароны стоят сколько? 19 евро. А Родина пицца 8 евро. Пиво 7 евро. Ну, большое. Ну, порции, конечно, огромные, но все равно получается, что одно блюдо, если на польские злоты перевести, вот макароны 100 злотых. Больше 100 злотых будет стоить, там, я не знаю, что какой-нибудь супер-пупер какой-нибудь стейк. Ну, не макароны. Вот, конечно, очень вкусно, очень круто, но дорого. По сравнению с Гданьском. Ну, пока мне кажется, что сильно дорого. Но посмотрим, что будет завтра. Вот Родион проснулся уже завтракает, да? Что-то у тебя? Нутелла. Тут в Италии всегда такая нутелла. На каждом завтраке есть. Хороший тут завтрак, Венеция. Да. Надо нам такой аппарат домой купить, да? А что там у тебя еще? Джем, нутелла. И хлопья, да? Да. Родин завтрак стоит 6 евро. А мой 12. А у меня пока омлет скрамбл. Очень вкусный бекон. Сосиски, колбаска, огурчик. А потом будем есть еще десерт. Сейчас я покажу, что есть здесь. Оладушки я уже показала. Тут различные виды джема, мед. Обязательно нутелла. Вот такие есть крутые булочки для тоста. Круассаны. Булочки с яблоком. Еще круассаны, маффины, очень вкусный пирог и разные виды хлопьев. Тут у нас соки разных видов. Яблоки, бананы. Есть еще фруктовый салат, но он закончился. Видимо, сейчас принесут. Йогурты. Небольшой выбор колбасок, но все свежее, вкусно. И вот здесь есть вот этот омлет скрамбл. И покажу бекон. Бекон супер вкусный, я ем его каждый день. И вот такие домашние сосиски. Кстати, очень вкусные. Хочу немного вам рассказать про проезд по Венеции. Мы купили проездной на 3 дня. Ой, Родион упутался весь. Род, ну как у тебя первое впечатление? Не знаю. Еще ничего не понял? Проездной стоит 40 евро на 3 дня.
Включает в себя неограниченный проезд на общественном транспорте в Опаретто-автобусе в городе Венеция и также в Мистре. Но нельзя доехать до аэропорта по этому проездному, а из аэропорта и в аэропорт нужно покупать билеты отдельно. На острова мы тоже ездили по проездному. В принципе, получается очень выгодно, так как транспорт в Венеции тоже очень дорогой. Какие-то крутые огромные пиццы. Огромные. Мы бы такую не съели вроде, да? Что это? Король пиццы. Король пиццы. На Вапоретто мы доехали до моста Риалто и, конечно же, ничем не отличаясь от других туристов, которые находятся в Венеции, мы начали делать бесконечное количество фотографий и видео. Мост Риалто знаменит тем, что это самый первый мост в городе, возведенный через Гранд-канал, и, конечно же, он имеет свою легенду. Проплывая в гондоле прямо под мостом, можно сделать свою любовь вечной при помощи поцелуя. Ну и также можно исполнить свое самое заветное желание, вспомнив о нем, проплывая в гондоле под мостом. Но мы, к сожалению, не проплывали там, так как проплыть на двоих в гондоле стоит 160 евро. Несмотря на то, что сейчас у нас февраль, людей полно. Идем вот сюда, Род, подойдем? Как обычно, хочет смотреть все ларьки. О, какие хорошенькие маски. Конечно, шедевральные магазины с изделиями из муранского стекла. Хочется все купить, правда. А тут нам попался, ну уж очень-очень общительный продавец. Murano Glass. Как же это красиво. This is a me, my mother and my father beautiful family business here in London just for holiday. А, вот то, да, Father и Mother. Yeah, it's a 4-store in Venice. This is the Rialto, 2 in San Marco, 1 station. Род, смотри, твои любимые And фанты. my grandfather Gianni started. Пойдем посмотрим, что там. Чего ты боишься? Страшно тебе? Всевозможные маски, украшения. Давайте немного с вами пройдемся по магазинам, покажу вам эту прекрасную атмосферу. Иду купать. Вот мы идем с Родионом по какой-то супер узкой улице. Род, смотри, это чья-то квартира? Смотри, написано Я home. бы не хотел тут жить. Не хотел бы? 48,64. Мы тут заблудились, ищем отель Даниэли, чтобы там выпить кофе и составить план действий. Но мы что-то ходим. Уже обалдели. Ходите. Ну, у мамы наконец есть колечко. Да, и купили мне классное колечко. Родиончик мне купил. Это же просто невозможно так красиво. Можно. Невозможно. Ходим, наконец, на Сан-Марко. Родион, ты знаешь, что такое Сан-Марко? Это главная площадь Венеции. И посмотри, несмотря на февраль, сколько ж там людей. Я вижу. Ты не заблудишься? Нужно держаться мамы. Вот сколько роликов было просмотрено. И вот, наконец, мы здесь. Такие чайки и голуби, которые не боятся никого. Еще и нападают.
Все, они улетели к тем, кто их кормит вроде. Конечно же, к поездке я все-таки готовилась, и одно из мест, которое мы хотели посетить, это был отель «Даниэль», знаменитый отель, который расположен всего в нескольких шагах от площади Сан-Марко, и в котором снимался знаменитый фильм «Турист» с Анджелиной Джоли и Джонни Деппом. Я его смотрела какое-то количество лет назад, но я помню красивый холл этого отеля, я очень хотела туда зайти, выпить там кофе. И вот сейчас как раз самый подходящий для этого момент передохнуть, составить план и посидеть в этом великолепном месте. Сейчас вам покажу эти шикарные интерьеры. Если не смотрели фильм, то посмотрите, заслуживает внимания. Вот сидит граф Родион. Посмотрите, снял ботинки, ест чипсы, еще и небось пачкает, нет? В силу своей легендарности кофе тут тоже по легендарной стоимости 10 евро. Ну, кофе, еще принесли тарелку сладостей, что спасло ситуацию, когда ты с ребенком, и не пришлось больше ничего заказывать. Здание отеля было построено в конце XIV века знатной венецианской семьей. И сейчас можно заказать завтрак на террасе, даже если не жить в отеле, можно прийти на завтрак и впитать этот дух величия и красоту. А сейчас хочу вам показать еще одно очень интересное место. Это галерея, которая находится тоже в самом центре Венеции. Называется Fondaco dei Tedeschi. Здесь располагаются очень дорогие бутики, люксовые брендовые марки. Но пришли мы сюда, конечно же, не ради покупок и не походить по бутикам, а кое-зачем другим. Трогать не надо? Трогать не надо? Думаю, это опасно. Ну, потому что если ты это разобьешь, то у нас больше не будет денег. Ни на что. Поднимаемся на самый верх, чтобы попасть на крышу. Хотя Родя не хочет на крышу. Говорит, мне неинтересно. Неправда. Правда? А мне очень интересно. Это на самом деле очень крутая опция. Можно зайти на сайт галереи, я оставлю тоже обязательно в описании к ролику, забронировать себе посещение. Возможно, это только на 15 минут. Бронировать желательно заранее, потому что там за 2-3 дня уже мест не будет точно. Особенно если сезон, то можно бронировать и за 2-3 недели. И отсюда открывается совершенно потрясающий панорамный вид на всю Венецию. И самое приятное в этом, что в этой дорогой галерее, в дорогом городе вы можете это сделать совершенно бесплатно. Еще оставлю вам наводочку. Хороший магазин шоколада, где, во-первых, можно очень много всего попробовать. И тут есть необычные наборы с лимончелло, с разными добавками. Наверное, если вы любите шоколад и хотите привезти что-то необычное из Венеции, то вам нужно зайти в это место. Называется Nino и Friends. Тоже ссылку обязательно оставлю. Signora, per lei? Lemon caramel. Caramel for you. Ну и, конечно же, самая залипательная лодка с шоколадом. Не могла оставить ее без внимания. А теперь мы с вами перемещаемся в район Кастелло в Венеции, в либрерию Аква Альта. Это один из самых необычных и атмосферных книжных магазинов в мире. И что же в нем такого необычного, спросите вы?
Здесь нет ровных рядов стеллажей, на которых в строгом порядке стоят книги. А все только потому, что во время приливов вода часто затапливает магазин. И поэтому его владелец, сеньор Фрица Луиджи, использует вместо обычных полок гондолы и ванны, чтобы уберечь свои сокровища. А вот эта лестница из томов книг – любимое место для фотографов. Ну и, конечно же, здесь побывали и мы. В общем, пришли тут в ресторан. Я заказала вот не знаю что, но это какая-то кость. По крайней мере, похоже на кость. И внутри, наверное, какой-то паштет. Но может быть это и не кость. Вот смотрите. Не знаю. Сейчас будем изучать, что мы тут поназаказывали. Вот ее апероль. Родион, как обычно, на месте. Ну, судя по всему, это правда кость. Родион, ты будешь пробовать эту? Ну, давай, да? Ты первый. Давай. Смотри. Берем это. Внутри кость такой. Ну, вот непонятно. Ну, это что-то должно быть. А ну-ка, давай. Ты же у нас дегустатор. Я боюсь. Да не бойся. Не отравимся. А если отравится? Не урони. Да. Суховато. Суховато. В общем, что, Родион у меня ухнул. Я тут сижу, уже пью второй апероль. А вот эта кость, которую я вам показывала, это был костный мозг. Я как-то неправильно, перевела что-то, мне показалось, что что-то с баклажаном и с хлебом. Но, видимо, что-то мне то ли не то переводчик перевел, то ли я так перевела. Это оказалась кость, внутри костный мозг с таким жиром каким-то. Может быть, там и был баклажан, возможно, либо это был мозг, я не знаю. Вот, но это было максимально невкусно, и я это дала обратно. Стоило это блюдо 15 евро, на минуточку. Апероль, кстати, очень вкусный. Вот такой бокал. 6 евро стоит. Ресторан этот, на самом деле, я не выбирала, мы уже устали. Ну, по крайней мере, ребенок устал. Я уже не хотела никуда идти там по карте опять, потому что, кстати, в Венеции очень тяжело ориентироваться по карте. Там это налево, направо, через мостик туда-сюда, чем обалдеешь искать. Сказали, что этот костный мозг такой, это блюдо, которое часто приготавливают в ресторанах Мишлен. Но, честно, вообще не мое блюдо. Вот. Ну вот пока такие впечатления. Надеюсь, дальше мне с едой повезет больше. На улице дождь, ливень льет. Ну, посмотрим, что будет завтра. Ну, у нас выбора нету. Дождь, значит, будем гулять под дождем. Как бы варианта нет, в отеле мы сидеть не будем. Как есть. У нас новый день с Родионом. Смотрите, я сбегала в магазин, купила вот такие накладки на обувь. Венецианский стиль. Потому что вчера у него промокли ноги. Ну и чтобы гулять, ни о чем не переживать, у меня вот такие розовые будут. Одеваются сверху на кеды, по размерам продаются, стоят 4,5 евро. И купила нам еще для поднятия настроения вот такие плащи. Мне вот такой розовый. Вон Родион у нас сидит. Так, мне розовый, ему серый, красивый, с роботами. Так что мы готовы к поездке на Мурано и Бурано. Ты готов? Да. А что мы там будем делать? Не знаю. Ничего не понимаешь, да? Куда мама таскает? Тебе нравится Венеция? Да, закрываем камеру. Не закрываем. Первый остров, который мы посетили, это был остров Мурано. Добирались мы туда на Вапоретто по нашему проездному, который мы купили в первый день, как вы помните, я рассказывала. Ехать от Венеции до этого места где-то 30 минут. И так как Мурано – это мировая столица художественного стекла, то первое, что мы увидели здесь, это огромное количество магазинов с различными шикарными, красивейшими изделиями из стекла. Вон Родион у нас такой смешной, в своих ботинках, в плаще. Без этих ботинков мы бы тут не выжили с тобой, Родион. Смотри, вон вода как заходит. Приехали на Мурано, сейчас будем изучать
Что здесь хорошего? Что ты хочешь? Кафе? Сейчас пойдем в кафе. Перекусим. Самое крутое, что здесь нет дождя. И даже то, что нет солнца, это уже не страшно, потому что в Венеции сильный дождь. Пойдем. Можно что-то купить, можно просто посмотреть. Мы пока с Родионом присматриваемся. Сам ты, Родя, потолстел. Пошли смотреть, что это такое. Что за красная дорожка, куда она нас приведет. И вот так мы совершенно случайно попали на шоу стеклодувов в стеклянный собор Санта-Кьяра. Это одно из древнейших сооружений на острове Мурана. Стоило шоу 10 евро со взрослого. С Родиона ничего не взяли, подарили ему красивый браслет из муранского стекла, который он передарил мне. В общем, зашли мы туда очень удачно. Это было, в принципе, первое детское развлечение в Венеции. Потом еще покажу вам дальше второе развлечение, которое у нас было. Но Родион на самом деле в восторге. Он очень хочет вернуться туда снова, на этот остров. Ему очень понравилось. Наш маленький венецианец в таких очках. Вышли от стеклодува. Немножко прогуляемся и поедем дальше на Буран. Нет, кафе. Ну, конечно, мы пойдем в кафе. Сейчас пойдем. Вот мы снова едем в Апаретто до Бурана. Дорога занимает, буквально минут 20. И вот хочу вам немного показать, как выглядит в Апаретто. Очень вместительный транспорт. Все комфортно, нормально. Сели, приехали, как на большом автобусе, только по воде. Еще мы тут с Родионом в классном таком баре, но он сразу находится при выходе с Апаретто. Мы ждем солнца. Я сейчас буду пробовать чекетти, потому что... Родь, подожди, я записываю. Подожди. Я сейчас буду пробовать чекетти, потому что я уже второй день в Венеции, да? Второй? Да, второй день. Я еще их не попробовала. И вот сегодня я заказала, сейчас попробую. А Родя покушает у нас. Что ты будешь кушать? Что? О, так, как у него. О, Родион. Чекетти. О, соусы. Соусы. Вот такие с рыбкой бутербродики. С рыбкой и с креветками. А у Родиона обычная сосиска с хлебом. Ну, не обычная, а итальянская. Да. Стоит 3 евро одна штучка. Апероль 6 евро. И Родин хот-дог 4,5. Остров Бурана – это окраина Венеции, но местные жители считают, что это самый красочный уголок города. В принципе, даже сейчас в дождь вы можете заметить, насколько яркие дома, насколько яркие сочные краски. Бурана также знаменит своим белоснежным кружевом и опытными рыбаками. Испокон веков буранские мужчины занимались рыболовством, а женщины чинили и плели снасти. Свои навыки впоследствии женщины стали использовать для изготовления предметов быта, украшающих интерьер, в том числе и для плетения кружев. Ну а мужчины так и остались заниматься рыбной ловлей. Пошли вот в этот магазинчик зайдем. Ладно, давай. Такие, да, стеклянные Я хочу конфеты. стеклянную. Ну, идем. Я не помещаюсь в эту дверь. Да, помчал. Всякие украшения красивые. Есть очень много версий ярких стен этих домиков, и одна из них, самая такая банальная, чтобы моряки, которые возвращаются после плавания, легче находили дорогу домой. Вот, кстати, подходим к известной здесь траттории, называется Альгатто Неро. И, насколько я знаю, ее рекомендовал Джереми Оливер в своих роликах, когда он был здесь на Бурано.
Не знаю, пока зайдем ли мы сюда или нет. Сейчас чуть прогуляемся. Может быть, конечно, и зайдем. Ты как насчет ресторана? Согласен. Да, Родя всегда согласен на рестораны. Родя никогда не против сходить. Настоящая цветотерапия. Я прям жду солнца. Я хочу сделать классное видео. Яркое, цветное, без дождя. Но дождь не заканчивается. Посмотрите, какой сзади меня дом. При поездке в Венецию это было место, которое было для меня обязательно к посещению, просто обязательно. Ну, конечно, немного обидно из-за погоды, но все равно красиво же. Магазин. Тут очень много магазинов с кружевом, много магазинов с муранским стеклом. Каких? Бабуля. Магазин для бабулек? Вот. Бабуля. А, бабули. Да, и бабули. Вообще, мне кажется, летом было бы круто, интересно сюда приехать на один день с ночевкой. Здесь провести время. Такое очень атмосферно, классно, конечно, что людей по сравнению с Венецией совсем немного. Ну, конечно, сегодня еще погода нелетная, но у нас с Родионом выбора нет. Нам либо сегодня, либо завтра в дождь. Очень настойчиво всем советую приехать сюда обязательно, обязательно насладиться этой красотой, а я обязательно приеду сюда еще раз. Я в этом не сомневаюсь. Родиончик стоит на мосту Риалто, да? Куда пойдем сейчас? Не знаю. Куда-нибудь в крутое место. Крутое место? Тут везде крутые места, Родион. Нет. Тут не крутых мест нету. А вот классное орегано, вот оно здесь пахнет. Вот оно прям в мешочку. И прям запах такой вкусный. Мам, это орегано невкусное. Сам ты орегано. А тут у нас что за... Мама невкусное, я его пробовала. На каждом шагу пиццы. Пицца. Конфеты. А это каноли, но мы такое не будем покупать, потому что я сладкое не люблю, а Родя тоже не хочет. Вот, кстати, с фисташками, но это у многих блогеров в роликах есть, они пробуют, но я что-то правда не хочу. Мороженое. И мороженое. Ну почему? О, пойдем посмотрим. О, какой красивый тоже магазин. Род, ты какое выбираешь? Какое? Может, черное? Бери черный. Нет, со вкусом угля 100%. С фишкашкой. С фискашкой? Фискашкой. Это Давай. фисташка. Бери. Фисташка. Хорошо у Родион такие, эти венецианские накладки. Можно в лужи наступать. Пошли, мы еще до рынка никак не дойдем. Ну и вот мы подходим к рынку. Я хочу посмотреть, конечно, рыбный больше отдел. Но сейчас пройдемся, посмотрим. Посмотрим везде, что тут есть. Так, ага. Вот они, супер специи. Один набор. 3,5 евро. Чем пахнет? Для рыбы, для спагетти. Пахнет? О, пойдем посмотрим помидоры. Мам, пахнет кофе. Вот они, любимые наши помидорчики. Пахнет хлебом. Да, вот какая огромная клубника. Пахнет... Пахнет свежим. Вкусной клубникой пахнет, настоящий. О, Родь, смотри, ты видел такие огромные перцы когда-нибудь? Нет. Он огромный. Ну да, болгарский перец, только огромный. Супер. О, креветосы, смотрите, свеженькие такие. Супер. Креветосы, Креветосы. Вот рыба.
А, он уже, наверное, как бы закрывается, но мы так быстренько немножечко посмотрим, что тут было хотя бы. А, уже все упаковали. Вот свежайшие креветки. Я Лёнька. О, смотрите. Какая Я красота. его взял. Маленькие креветочки. Я зачем ты его взял? О, Роди, смотри, кто это? Какой? Мы, кстати, тут встретили человека, который говорит по-русски. Где он? Вот он нашел. Я говорю, вы звезда Ютуба. Он говорит, да, я тут уже 18 лет на этом рынке. И тут еду собирают. Я Это как у боюсь. нас, они как у нас в Сопоте. На рынке. Ой! Клубника. Родя первый раз в жизни на гондоле. Так, мы переправляемся на другой берег. Гондольера. Можно встать? Роди, запоминай этот момент. Запоминай этот момент. Это длится всего 10 секунд. Стоит 2 евро с человека. Но нам карта показала, что нам нужно на эту сторону. Ну и мы должны были прокатиться. Род, ну как? Ничего не понял, да? Но все равно круто. Не затошнило? Пойдем? Очень много красивых, ярких магазинов, и с Родионом очень тяжело ходить, потому что он хочет купить все. Просто все, что здесь продается, и не только здесь, а вообще во всех магазинах, во всех ларьках. Смотрите, вот теперь у нас коала. Теперь я хочу коалу, которая подставка для телефона, хотя у меня нет еще телефона. На будущее, да? Ну, она умеет. Ну, класс, что она умеет. Сколько стоишь ты? 10 евро. Ну, конечно же. Меньше, чем 10 евро у нас ничего не стоит здесь. Она умеет позу. Я понимаю. Пусть она тебя подождет еще годик, пока у тебя телефон появится, и потом купим. Вот хочу вам еще показать очень вкусное место и порекомендовать. Называется Прошутерия. Но я пока не уверена, что я хочу кушать. Родя, правда, как всегда, уже хочет кушать, да? Несмотря на наш плотный завтрак. Такая музыка приятная, да, Родь? Непонятно, как Вот такие мы заказали 3 брускеты с грибами, с мяском. Да, сейчас будем с Родиончиком пробовать. В общем, брускеты вышли. 3 брускеты 8 евро. Я уже привыкла к этим ценам. Я думала, я половину денег привезу обратно, но нет, это не променяется. Ничего не привезу. Оказалось, вот это супер вкусное с трюфелем. Вообще балдеж, просто балдеж. Вчерашние бутерброды, конечно, были не такие вкусные. Ну, хотя тоже неплохие, с креветками, да? Вот, с трюфелем. Будешь пробовать? Ну, сейчас я тебе тоже дам. Мы с Родионом дегустаторы сегодня, да? Ой, наконец-то у нас хорошая погода. Сегодня будем гулять до самой ночи с Родионом. неправда. Правда. Я гуляю не с Родионом, а с каким-то мини-монстром, который хочет на меня напасть. Еще, конечно, моя такая рекомендация настоятельная. Обязательно покатайтесь на Вапоретто по Гранд-каналу. Это прекрасно. Воспитывай тебя волки таски. Сегодня Родион в восторге.
Хочу сказать насчет того, насчет развлечений для детей. Вот в отеле H10 выдают вот такие пистолетики, стрелять в голубей. И вот у меня ребенок первый раз занялся какой-то игрой, потому что Венеция это, конечно, далеко не детский город, но вот тут, вот, смотрите, заинтересованный человек занят делом, развлекается. Так что, ну, конечно, я не думаю, что здесь очень ждут большое количество детей, не уверена, потому что тут все-таки такое романтически настроенное место, все сидят парочками, и Родион со своим пистолетом тут вот такой себе. Но он у меня спокойный парень, серьезный, так немножко побалуется, да, чуть-чуть. Не надо. Вот, а так тут все спокойно. Ссылку на этот отель я, конечно же, тоже оставлю. Можно посидеть здесь на веранде совершенно бесплатно. Можно пройти в отель, и открывается этот потрясающий вид. Единственное, должна сказать, что апероль тут был самый дорогой, стоил 12 евро. Что еще хотела рассказать про Венецию из такого интересного? Конечно, это не совсем отдых для детей, просто у меня ребенок, который может проводить время без игрушек, он любит ходить, и он мой друг такой прям настоящий, и поэтому мы с ним классно проводим время, он практически не ноет, конечно, просит постоянно что-то купить или поесть, но учитывая, что он даже перед нашим отъездом он очень сильно заболел, плохо себя чувствовал, но несмотря на это он полетел. Первый день он тоже себя не очень хорошо чувствовал, но он даже боялся мне в этом признаться и говорил, что все хорошо, хотя был зеленый и не хотел меня расстраивать, мой зайчик. Да. Вот. Ну, конечно, если у вас дети не такие, и они не могут просто, например, гулять, им неинтересно, потому что моему интересно, то это, конечно, не совсем отдых для детей. Ну вот Родиону классно. А когда вот есть такой пистолетик, да, Родь? Да, когда есть пистолетик, так вообще отлично, да? Можно отсюда и не уходить. Родь, скажи еще раз, как тебе в Венеции? Какие у тебя впечатления? Хороший. Хорошие? Еще бы поехал разок? Не, совсем не балованный такой мальчик. Нормальный. А на гондоле классно кататься? Да. И вот, кстати, за все 3 дня, что мы здесь находились, это самый красивый вид, самая красивая панорама, которую я увидела. Так что очень рекомендую это место. В общем, сегодня у нас с Родиончиком заключительный день в Венеции. Завтра мы переезжаем в Тревизо, так как у нас оттуда вылет. А сейчас мы идем в сторону ресторана All Grill, поедим мясо. Посмотрим, там очень хороший рейтинг. Вот хочу посмотреть. Идем мы вот такими вот улочками. Родя очень сильно шаркает, потому что у него на ногах где-то вот эти накладки. И они ему не дают нормально ходить. Пойдем, сынок. Родя, тебе страшно? Да. Не бойся. Вот подходим мы к ресторану, так он называется, Эгри. Вот такой красивый. Пойдем. Пойдем-ка, Родион. Посмотрим, что там. Открывай дверь. Вот. В общем, я уже 100 лет не ела баранину. Я думаю, что это будет очень вкусно. Такие очень вкусные овощи. А вроде мясо от бургера и картошка. Да, это не бургер. А? Это не бургер. Это такое мясо из бургера. Сейчас попробуем, Что да? это бургер? Ну, это такой бургер. Угу. У меня супер вкусный запах. Сейчас будем пробовать. В общем, если вы любите мясо, то сюда нужно обязательно зайти. Тут есть крутые стейки, но тут огромная была порция. Я бы просто ее сегодня не съела, так как мы уже несколько мест посетили, я просто не смогу. А там вес около килограмма. Стейк огромный. Вот, поэтому я взяла баранину. Но баранина тоже вкусная. Я не ела уже больше года, наверное, такого мяса. Поэтому рекомендую это место. Родя, а тебе как твой бургер?
Это не бургер. Хорошо, мясо вкусное? Да, Все съешь? да, наверное. Ну, посмотрим. Я, конечно же, не могу быть уверена, что я смогла вам передать красоту этого места, но несмотря ни на что, несмотря на дождь, несмотря на то, что здесь довольно дорого, несмотря ни на какие сложности, несмотря на огромное количество людей, это то место, которое просто необходимо посетить хотя бы один раз в жизни. Если вы сюда приедете, вы поймете, что я имею в виду.